Добрый день, уважаемые зрители, посетители моего канала, уважаемые гости. С вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии практической. Все мои услуги можете подробно изучить на моем сайте, найти меня в Инстаграм, ТикТок, Телеграм-канале выкладываю материал, который я в других местах не могу выложить. И я занимаюсь наказанием, помощью в бизнес-вопросах, магия для любви, для денег, откуп от дурной судьбы и прочие сложные ритуалы. Так, сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю 11-17 октября. Помним, что мы каждое утро просыпаемся, у нас будет солнце. Мы как бы этого не замечаем, что солнце влияет на нашу жизнь, организует наш день. Также все эти влияние проходит через каждый знак, через каждого человека, на наши внешние события влияет, на нашу эмоциональную, интеллектуальную составляющую, отношения с людьми, притягивает какие-то события, нас тянет куда-то. Так, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей. Смотрим, с чем, как проявляются внешние силы на этой неделе. Может, у нас какие-то планы есть, мы к чему-то что-то планировали или надеемся на какой-то ответ от органов, от каких-то, может быть, государственных учреждений, или у нас какие-то поступления, поездки. Хотим посмотреть, как это все будет влиять. Дева, башня. Дело мотивировано активностью, то есть его вынуждают как-то очень жестко действовать. Хотя действует она в ограничениях. То есть вот вы вынуждены так делать, потому что вам деваться некуда. Все, надо срочно, как говорится, восстать из ада в ситуации кризиса. Ну, так что у меня эта вся неделя пошла по старшим арканам с того расклада. Так. Ваша работа, ваши денежки, ваша звезда перевернута. Что вы не видите перспектив, не понимаете, как вам действовать дальше, или задела для роста. Ну, помните, что это неделя, в перспективе недели звезда скорее означает непонятно куда расти, непонятно, грусть, печаль какая-то охватывает. Также это, если вы ищете работу, не надейтесь, как карта, как говорит, ну не отвечают они там, ну не позвонят. Помню, что мы гадаем на неделю, карта Таро отвечает на неделю. Так, социум, король мечей, какие-то проверки, также это, возможно, давление каких-то людей, которые что-то хотят вам навязать, свою волю, свои правила, свои границы. Уже в негативном аспекте он падает, так что посмотрим, может это какой-то врач. Сейчас, что со здоровьем у дев? Справедливость. Но вы удерживаете свой организм какими-то мерами. Вот. Причем по этой карте нежелательно вмешиваться резко. Какие-то идти на чрезвычайные меры, там операции. Также старший аркан, опять 3 старших аркана. Звезда, башня, справедливость. По справедливости это вы учитываете как-то свое состояние и рекомендации врачей. И, как говорится, проявляете какие-то усилия для того, чтобы держаться в этом состоянии. Ну, что за неделя такая для дев? Главное, в личной жизни опять старший аркан, ты посмотри. Отшельник. Ну, вообще это карта самой девы, отшельник. Зодиакальное соответствие второе есть. Но для женщин вообще-то знакомство с отшельником. Причем вам сразу ясно будет, что это отшельник. Но дева вообще видит людей очень проницательно. Также ваш любимый, если у вас есть отношения, вот он отшельник, что-то он себе там такой крутит, мутит, темные дела. Также это, кстати, единственное, что карта хорошая для любовной магии. Вот магичьте, вы особенно сильны в этом деле. Кстати, справедливость говорит об этом, и башня. Что-то дева на нервах
и активизировалась, и ушла вот в магию, в себя, потому что что-то ей кажется, что на работе нет перспектив, что-то дело вся в таком мистическом настроении прямо. О, еще и дурак, ты посмотри, что творится. Что творится? Ну что, пришла мистика. Мистика в жесткой форме, как говорится. Хорошо, что дева не влияет, к счастью, на здоровье. А дева... Тут явно как перезагрузка. Потому что дурак, шут — это мистическая, магическая практика. Причем вы ее сами организуете, либо ее какой-то риск идете. Потому что дурак — это у нас риск. И отшельник — это магия, и что у нас там, еще у нас башня. То есть вас кризис заставляет прибегать к каким-то крайним мерам, но, к счастью, они окажутся удачными. Хотя внешне кажется, что все неясно и бесполезно что-то делать. Делайте. Смотрите, все-таки главное удержать свое здоровье в порядке. Тут, похоже, все-таки это что-то на личном плане. Какие-то планируете выход через кризис. Ну так. Через тернии к звездам. Одним словом. Наши весов. Весы окружили себя новыми событиями, новыми людьми, новыми идеями. Создают себе свою такую картину мира. Так, на работе. Любовники — отличная карта. Если вы соискатель, у вас приятные предложения, из которых будет что выбрать, и вы выберете обязательно самое лучшее. Также это свой бизнес, это заказы, заявки, клиенты, еще открытие еще одного бизнеса, еще один дополнительный источник, потому что по двум путям вы тут идете, и такое-сякое. Ну и также вам пути развития карьеры, если вы наняты, то есть тут вам предложат какую-то подработку, повышение, еще какой-то один путь. Двойка мечей, конфликт. Ну, вы в социуме своей, тут ситуация, в которой вы держите компромисс где-то, хотя вам хочется уже там сказать свое очень жесткое слово. Но этот компромисс шаткий, но тем не менее, пока он никуда не развивается. Да, вот пока нет этого. Если у вас какие-то запланированные посещения государственных органов, родственников, какие-то, пока вы расходитесь, как говорится, брак ни с чем, то есть вы решаете свои дела путем вот этого согласования, пока вы идете на взаимные уступки, без конфронтации, ну хотя все труднее и труднее. Компромисс. Так, это что пониженный тонус. Ну, это, кстати, карта не большого вреда не наносит. Однако карта указана на то, что сопротивляемость организма снижена. Может это быть вялость, снижение температуры в том числе. Ну и такая желание, может быть, двигаться, какая-то вот неактивность в физическом смысле. Колесница перевернута. А вот тут уже в личном какие-то разные пути прям. Что-то ты пошла налево, я пошла направо. Возможно, скандал, разборки, если у вас личная жизнь. Если у вас нет отношений, то по колеснице вас может сталкиваться с этими людьми, похожими на вас. Потому что колесница — это все равно пара. Но вот ситуация, это старший аркан, вот она так дается вам, что вы не можете поразуметься. Кстати, вот она идет, кстати, из социальных каких-то контактов, это знакомство. Если вы одинокий, вот вам знакомство. Ну прям вы все в разные стороны. Вот также это по этому аркану вы идете просто разными путями, в том числе, как говорится, физически. Не удается вам удержать это знакомство. Еще и башня. Это опять старший аркан. Ты посмотри. Башня. Какая-то ситуация на выходных, под конец недели, срочная. Вам придется действовать в срочном порядке. Но я так думаю, что это все-таки вот
связано с поездкой, с переездом, с отложенной поездкой. Тут вот дорога с дорогами. Кому-то придется, может быть, поехать не очень хочется, родственника посетить, дела какие-то делать. Так, скорпионы. Скорпионы, любовь, морковь. В любовной какой-то истории, в любом потоке любовном находятся, вас хвалят, вы всех хвалите, довольны судьбой, довольны таким окружением. Поработы королева мечей. Ну, это проверки, поиски каких-то, может быть, у вас ошибок. Дама проверяющая начальство со своей какой-то или информацию, которая вам несет, вам придется изменить свой график, изменить в связи с этой новой информацией, может быть, форму работы. Вот так вот. Королева мечей наносит свой коллектив. О, колесо фортуны. Вот оно что. Шанс связан с вашим социальным окружением. Наладить новые связи, уладить старые проблемы. Это родственники. Случайная встреча, которая изменит ход вашей жизни. Смотрите, у вас есть шанс. Почему я так понимаю, что любовный лямур падает? Воздержание, умеренность, ваше здоровье. Вы поддерживаете на каком-то должном уровне. Взвешенно относитесь к своим нагрузкам, к своему питанию и так далее. Все в порядке. И это благодаря вашему подходу к здоровью. Если у вас какое-то тяжелое заболевание или выход из операции, то воздержание просто это способ улучшения вашего здоровья. Также хорошая карта. Не развивается, если перед этим что-то бурно развивалась температура, но также успокаивается. Всадник мечей. Да что это такое? Всадник мечей. Хлопоты, внезапно возникшие какие-то требования у вас в личной жизни. Знакомство просто это всадник может быть такой. Вот он весь правильный, строгий, справедливый. И вот он молодой, моложе вас, также всадник, появится со своим мечом, что-то вам будет указывать. Ну, такой он по-детскому указывать, показывать свой характер, знакомство. Для остальных это... Для кого есть дети, это, кстати, хлопоты могут быть и с детьми, на подрасте, подростками. Одним словом, воспитательный, да, процесс обоюдный такой пошел. О, все. Ну, скорпионихам тут обязательно лямур. Как же без лямура? Мужчина жезл, причем ниоткуда. Скорее всего, что вот он, колесо фортуны. Яркий, интересный, знакомства. Пока непонятно, да, лямур это не лямур. По колесу фортуны тут уже вы должны крутить это колесо. Помните, что колесо фортуны выносит вам шанс вот что-то сделать с ним и быть готовыми к этому колесу фортуны. Это уже дело вашей личности, вашего отношения к жизни, вашей подготовки к этой жизни. Где-то магических практик. Шанс нельзя. Шанс надо развивать. Почему я люблю больше планируемые все-таки события, а не такие шанс, к которому вы должны быть готовы. Стрельцы. Император перевернутый. Так, влияние такого вот жесткого. Мужик какой-то очень жестко. Вы не можете, вынуждены подчиняться правилам очень жестким, также государственным каким-то правилам, либо полностью зависите от вот этого пожилого. А нет, подождите, это не император, извиняюсь, иерофант. Ну, иерофант это познание, которое вам идет поток познания и также влияние, я бы сказала, скорее даже помощь от иерофанта. Все-таки иерофант у нас человек, который помогает вам. И также от начала сожительства или войдете в контакт с иерофантом. Извиняюсь, что вот у этих иерофантов они так изображены. О, дьявол на работе. Ну, ты посмотри опять. Старшие арканы везде.
На работе неясная ситуация, причем вас будут склонять к какой-то заведомой ошибке, подставить могут. Исключение составляет, если вы сами эзотерик или вы занимаетесь вот какими-то человеческими пороками. Продаете водку, что вы там еще? Курево, таблеточки, да. Тогда да, поток идет. А так это же все-таки ситуация, где вы должны быть на чеку. Еще этот иерофант вроде бы как учит вас жизни, с одной стороны, что как вам правильно поступить. Хорошо, что он хоть есть, да, поступить практически поможет вам. 5 старший аркан, ты посмотри, мир перевернутый. Ну, во-первых, по этой карте вы можете, кто-то не приедет или отложит поездку. Кто-то собирался, особенно с другой стороны. Не состоится эта поездка, откладывается, вы не поедете. Еще в этой карте вам придется определяться в вашем пути, да, к какому берегу все-таки вам пристать, с какой компанией общаться, с кем придется расстаться. Ну, вообще так указывают, что там на работе засада все-таки. Что это такое? И вот вам опять старший аркан. Посмотрите, неделя старших арканов. В каждом практически знаке. Ну, воздержание — это хорошая карта для здоровья. Вы удерживаете на должном уровне ваше здоровье. Знаете, как себе помочь, избегаете каких-то нагрузок. Также это карта удерживания любой хроники или какого-то развития какого-то опасного заболевания на одном уровне. То есть это все удерживается. И по личному. Вау! Ох, как интересно. Прям такую интересную девки пляшут. Что серьезные отношения, отношения на основе денег, поступление серьезное в вашу семейный бюджет. Также серьезное событие связано с материальной стороной ваших отношений, всякие прописки, оформления, наследство. Кто-то кому-то что-то оставляет, алименты. То есть это бумага, которая обеспечивает ваши отношения деньгами, там, недвижимостью, землей. Вообще-то, кстати, как брак, иерофант, десятка пентаклей. Вот оно что. Интересно. Ух ты, жезл даже. Такой очень плодотворный конец недели. Приделаете много дел. В том числе это также может работа. Но работа это со смыслом, с деньгами, с доходом. Удовлетворение от этих результатов получите. Также эта карта говорит о том, что у вас в ваших отношениях еще такая, знаете, горячая любовь. Горячая. Тут какой-то иерофант вам. И вроде как бы вы уже его знаете. Вот он к вам, смотрите. С помощью, с деньгами, с советом. Очень много старших арканов. Очень интересная карта. Так, это я убрала, да? Почему-то убрала. Дальше у нас идет Козерог. Ты посмотри. Опять какие-то шуты, черные белые карты. Что такое прямо происходит в этом космическом доме? Перезагрузка, причем Козерог чувствует, что сам он поменялся, окружающие, как будто вы попали в другое измерение. Давайте посмотрим, что дальше вообще. Все. О, еще и шуты, посмотри. На работе какие-то перипетии, причем вам придется рисковать. Вообще-то для работы карта нехорошая. Исключение составляют творческие профессии. Блогеры, артисты, художники. Тут, да, вас посетит какой-то полет. Полет, причем это удачно. Для остальных, пардоньте, это какая-то неожиданная ситуация, где вы окажетесь в подвешенном состоянии в воздухе. Это да. Так. Социум, ну тут уже на ножах. Вы не можете уже дальше это терпеть, и вам придется очень жестко
вступать в конфликт, отстаивать свои границы, отстаивать свое мнение, причем, ну, вот так вот прям дальше отступать некуда. Поругайтесь этим суксом, куда вы там. Ух ты, колесо фортуны. Слушайте, такое накручено. Удачная, удача связана с вашим здоровьем. Особенно, кстати, карта удивительная, но она, знаете, она как бы дает. А тут вообще это карта творческих людей. Знаете, что вдруг Козерог может обнаружить в себе неожиданный талант в связи с тем, что на работе какая-то фигня. Вот. Колесо фортуны, кстати, для всех тяжело болящих, для всех, у кого какое-то серьезное заболевание. Кажется, у вас шанс найти этот способ врача, не знаю, терапию, эту самую травку, не знаю, минерал, которая вас вылечит. Также, кстати, резко необъяснимое улучшение здоровья, если у вас проблемы. И удача в соревнованиях, всех моделей, всех, кто связан с вот этим бизнесом, красота. Колесо фортуны выводит вас на какой-то другой уровень. Все, что связано с вашим телом. У кого там. Да, дальше идет любовь. Любовь, возвращение к старому. Ну вот, что у вас было, то и будет. Пусть оно вас не сильно, не шибко радует. Может быть, уже вы знаете какие-то недостатки в этих отношениях. Если это может возвращение бывшего, или вы возвращаетесь к тому, что у вас есть, кушайте. Кушайте, что есть. Так, и, конечно, еще неделя, шестерка пентаклей, какой-то подарочек от вашей судьбы. Покупочка, чем-то себя порадуете или вас порадуют, подарят там коробочка конфет, что-то какая-то маленькая удачка. Ну, видите, да, я не очень люблю также это подачку. Такую милостыня, но, тем не менее, очень энергетичная неделя, конечно. Творческое начало в Козероге прям забило тут, забило. Вы заметите вокруг какие-то изменения. Единственное, что вас потянет на разборки. На разборки. А так прям чудеса какие-то в решете у всех. У всех шуты, у всех черные белые карты на этой неделе. Что там за планета взошла? И у нас Водолей. Оп, ну вот это началось. Так, Водолей прям затмение. Затмение на Водолея. Сейчас посмотрим, куда оно выведет. Куда оно выведет. На работе важное яркое событие. Вас кто-то будет отвлекать. Тут праздник, но скорее он не ваш. Также это может быть вам захочется блеснуть своим талантом. Собственно говоря, тут скорее работа уходит больше в творчество, проявление себя, показуху себя, которая также необходима всем в какой-то момент. Яркое событие, попытка привлечь к себе внимание, хорошо для творческих дам и мужчин. Ну, так, лично в окружении кто-то проснется, чего-то вдруг начнет с вами общаться, даст долг, все, что как бы долгое время ни туда, ни сюда не двигалось, также там, не знаю, придет какая-то бумага, оформите какую-то необходимую государством, скажем так, бумагу. Это все, что давно никуда не двигалось, вдруг это все к вам придет. Все, чего вы ждали, не могли никак на это повлиять. Ой, ё-моё, ты посмотри. Дьявол в состоянии здоровья. Значит, что такая-то порча прям. Дьявол. Ну, во-первых, это карта всех, кто хочет пойти налево, напиться, укуриться захочется, так предаться, говорится, всяким гнусным зависимостям. С другой стороны, если вам вообще это не свойственно, это скорее указывает на вот какое-то состояние, близкое к порче, близкое к какому-то наведенному негативу. Все-таки дьявол. Также опасные эксперименты с вашим здоровьем. Еще в соединении с черной картой, что ну совсем будьте осторожны, особенно с вашим психическим состоянием, потому что
Сейчас посмотрим. Будем искать позитив, как мне говорят. Да, всадник жезлов зато к вам ваш прискачет. Вот он скачет. Так, женщина, успокойтесь, всадник жезлов у вас будет. Все это какая-то импульсивная встреча, движение в личной жизни. Может, привлечете внимание также такого какого-то всадника жезлов, приключения. И любовный амур. Конец недели, разговор за деньги пойдет, вы получите некую сумму, которую, может, вы намеревались получить больше, получите или часть. Ну, помним, что это все равно карта денежная, карта очень денежная. Вот свою часть, вообще часть, хорошие денежки. Вот откуда они приходят, прям даже загадка. Прям даже загадка. Что это у вас такое? Какое-то такое очень разнообразное меню на эту неделю. У водолеев. Ну, хорошо, что все закончится. То есть это какой-то момент, какое-то наваждение, которое закончится вполне реальными материальными прибылями, встречами. То есть ваша жизнь вырулит. Что внутреннее состояние тут очень странное. Ну, тогда магичьте. Вообще дьявол может указывать наоборот, что вам как раз стоит какой-то ритуальчик провести все-таки. Угу. Типа чистки, защиты все-таки. Прям хочется. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты под этим видео. Все мои услуги платные. Пишите. До свидания.